В этом видео разберем такой вопрос, как разместить два ордера за одну транзакцию. Это требуется для того, чтобы выполнить одно из заданий SEI тестнета 4 акта. Для этого потребуется установка ноды с конфигурацией железа 4-ядерный проц, 8 гигов оперативы и 100 гигов storage. Выполнять я буду по гайду ноды Jumper. Арендовать сервак я буду на Hetzner. Сервак CPX31, 4-ядерный проц, 8 гигов оперативы и 160 гигов SSD-шник. Итак, поехали. Заходим на наш сервер. И открываем гайд. Мы можем воспользоваться автоматической установкой ноды, но это путь для самых ленивых, а мы не ищем легких путей, поэтому устанавливать будем по ручной установке. Копируем первую команду. Это мы устанавливаем зависимости и все компоненты. Копируем первую команду и вставляем в терминал. Нажимаем Enter. Ждем, пока все компоненты установятся. Аналогичным образом мы копируем вторую команду. И вставляем в терминал. Отлично. И точно так же поступаем с третьей командой. Копируем полностью все 4 строчки. Двигаемся дальше по гайду. Нам нужно задать имя нашей ноды. Мы копируем эту команду. Удаляем ненужные надписи. И придумываем имя для нашей ноды. Нажимаем Enter. Дальше мы двигаемся по гайду. И точно так же мы копируем по одной команде и вставляем в терминал. Отлично. Мы с вами установили SEI, скомпилировали все необходимые файлы. Теперь нам нужно проверить его версию. Копируем данную команду и вставляем в терминал. И проверяем актуальную версию 1.2.2 Beta PostFix. Актуальные версии сходятся, и мы двигаемся дальше по гайду. Таким же образом мы по одной копируем команды и вставляем в терминал.
Дальше нам необходимо скачать, установить Genesis файл. Копируем одну большую команду. Дальше мы с помощью криптографических вычислений SHA-256 SAM мы проверяем актуальность нашего Genesis файла. Копируем эту команду, и у нас должен получиться подобный результат. Проверяем наше значение. В принципе, все сходится. Двигаемся дальше по гайду. Скачиваем адресную книгу. Двигаемся дальше. Теперь мы устанавливаем минимум газ прайс. Также настраиваем сиды и копируем одну большую команду. 4 строчки. И вставляем в терминал. Отлично, двигаемся дальше. Далее мы настраиваем прунинг. Одну большую команду копируем. И аналогичным образом вставляем. Теперь мы устанавливаем сервисный файл, точнее создаем его. Копируем полностью эту команду без каких-либо изменений. Сервисный файл нужен для того, чтобы наша нода с вами не тухла. Дальше мы делаем сброс цепи. Копируем эту команду. После этого мы с вами устанавливаем снапшот для того, чтобы наша нода быстро синхронизировалась, чтобы мы с вами не ждали, пока она полностью догонит все блоки. Мы копируем 4 строчки. Вставляем в терминал. Аналогично мы вставляем следующую команду. И оставшуюся команду мы таким же образом заносим в терминал. Копируем 4 строчки. Отлично. Ну вот, установка нашей ноды практически закончилась. Теперь нам нужно ее запустить. Мы по одной копируем команды. И проверяем наши логи. Видим, что у нас нормальные логи. Наша нода подцепилась к пирам. Теперь переходим обратно к гайду. Нам нужно проверить статус нашей ноды, статус синхронизации. Если нода синхронизирована, то у нас высветится надпись Fails. С помощью этой команды мы проверяем статус. Ctrl-C.
вставить. Видим, что надпись загорелась, fails. Соответственно, наша нода синхронизирована полностью. И теперь мы можем переходить к созданию кошелька. Вот выше есть команда, с помощью которой мы создаем кошелек. Только вместо wallet мы добавляем свое имя. То есть эта команда у меня уже готова в текстовом документе, поэтому я копирую готовую команду. Теперь нам нужно ввести пароль от нашей ноды, от нашего сервера. Тут повторный пароль вводим. Видим, что наш кошелек создался. Вот у него имя, адрес. Адрес мы тоже сохраняем, он нам понадобится для дальнейших действий. Но самое важное, это мы сохраняем нашу сид-фразу, которая вот находится здесь ниже. Вот если вы потеряете эту сид-фразу, вы не сможете в дальнейшем восстановить доступ к вашему кошельку. Поэтому мы копируем наш адрес, заносим его куда-нибудь в документ. В данном случае у меня текстовый документ. И копируем нашу сид-фразу. Собственно, на этом мы с вами и закончили полную установку ноды. Во второй части видео мы с вами перейдем уже непосредственно к размещению ордеров.